Добрый день. В ремонте аккорд. Удар в левое крыло, заднее, видите. Вон арочка наша. И по арочке. Вот по задней арке. Вот. Что мне рассказать? Ну, хорошо удержал удар лючок, именно горловина лючка. Если бы не горловина лючка, то крыло пришлось бы точно менять. Ну, по-хорошему и так менять нужно. Ну, хозяин хочет, чтобы это дело восстановили. Вот видно крыло по двери. Вот видите, какой перелом проема. Деформация внутри. Вот видите. Пошел подлом. Даже по 3 ребрах. И по плоскости. Вот одно ребро. Второе. Третье. И вот эта плоскость, она вся вывернута. Абсолютно вывернута. Так что тут по-хорошему крыло нужно менять. Заглянем вовнутрь еще дополнительно сейчас. А внутри вон видно перелом по внутренней арке наружной. Вот деформация довольно хорошая. Как и более в передней части, точно так и в задней. Вон видно деформация пошла. Состояние арки уже подгулявшее, пошла коррозия по задней части. Ну, для Honda, для Toyota, Nissan, Mitsubishi это нормальный процесс. Металл тут слабенький. Вот видно, как все попробивало. И по арке уже пошла ржавчина, коррозия. Так что вот такие вот дела. Конечно, удар такой не слабый. Постараемся вывести. Стараться придется хорошо. Вот видно, как и подстопная зона. Вот видите, стопка хорошо вывернута. Крыло так завалено. По отношению где-то процентов 70 крыла нету. Вот. Есть здесь, конечно, поработать. Заднюю часть попробую поддушить, возможно. Вот эту часть сейчас буду разбирать. Заднюю. Поснимаю обшивку в багажнике. Попробую, возможно, что-то поддушить, чтобы придать форму. Посмотрю потом по арке. Поддушу 100% снутри. Растяну внутреннюю арку. И крыло наружу. Но я буду расшивать, потому что по-другому никак его с наружной частью, только снаружи рихтовкой вариант не получится. Я думаю, буду раскрывать и расшивать и смотреть с внутренней части как-то. Придам форму, подтянувшую общую. Вот, если получится, подстучу, поддушу, после чего буду расшивать, потому что есть над чем, конечно, поработать. Самое хреновое, что оно здесь растянуто. Вот растяжка, видите, это не просто провал. Точно так и здесь. Это все растяжки. Судя по этому, видать, Богданчик, видите, желтый такой. И высоковато. 100% думаю, что маршрутка. Ну, где-то вот так вот. Так как я и говорил, начал я с задней части. Вот под душой вот эта плоскость. Вот видите, сейчас у меня подстопная зона у меня выравнивается. Сейчас я вам покажу. Вот видите, стоп уже спрятался за крылом. Вот он, видите, вот эта часть. И пошел вот это ребро. Вот эту зону, именно вот это ребро, вот эту часть я стараюсь поддушить. Просто поддушить, потому что был перелом, после чего буду устанавливать бампер, смотреть и буду растягивать внутреннюю арку. Деформация внутренней арки. Вот. Потом же выводить, уже заниматься ремонтом как бы крыла. Вот. Не как бы, а крыла. Буду выводить вот эту арку, поднимать и подниматься вверх. Вот ребро. То есть будет одна часть. Вот она, одна часть верхняя. Потом арка. Вот. И уже потом будет вот эта соединительная плоскость. А сзади же можно попробовать поддушить по мере возможности максимально. Как будет доступ, не знаю. Ну вот эта часть уже она у меня, вот она уже, вот эта часть вся, вот напротив лючка. Сюда я доберусь навряд ли. Ну посмотрим, как она себя поведет. Такая работа своеобразная, интересная. Вот. Как смотреть по объему. Вот. Ну вот так где-то.
Таким образом, вы видите уже наше вот крыло со стороны стопа. Оно неплохо вышло по ребру, очень неплохо. Сейчас я пошел дальше сюда, именно в район под это сам, под лючка. Вот под лючком, вот здесь вот я сейчас немножко под душу это все дело простучал. Таким образом дальше я уже сюда не доберусь никак. Вот видите, опять же, как я вам когда-то говорил, вот видите, раздвижные ножички, вот так вот оно все очень неплохо подтягивается через досочки. Досочка идет на арку наружную и под крыло. Таким образом придаю общую форму, общую. Смотрите, как я сейчас выдушу арку и часть крыла. Вот смотрите, у меня получается цилиндр, вот он выход. Я делаю удлинение. Вот, в начальной части цилиндра, вот именно корпуса цилиндра, есть резьба. Таким образом я делаю раздвижение, видите, вытягиваю, фиксирую внутреннюю арку к лонжерону, туда больше усиленную, и таким образом подаю его наружу. Очень интересное такое приспособление получается, упрощает работу. Если домкрат не влазит полностью, то можно использовать вот так вот грамотно. Не каждый это понимает, но вот такой вот вопрос, так вот можно закрывать свои вопросы. Вот моя уже, видите, передушена уже моя арка, видите, уже бампер как бы утоплен. Чуть простучится, сейчас отпустится. И таким образом я добиваюсь, у меня уже вот эта вся часть, которая идет от стопа, хотя было, стоп был даже, вы помните, провален где-то вот этого места, сантиметров до 7-8. Сейчас относительно по бамперу, по стопу полностью у меня все стоит в размере, имеется в виду. Все вроде бы выравнивается относительно контур. Вот, сейчас буду еще подавлять переднюю часть, смотреть, после чего приступать к ремонту арки. Возможно, даже буду расшивать первым делом, буду смотреть по ходу всех. Вот такие вот есть нюансы, моменты. Так что учитывайте, ребята, растите, взращивайте. Вот. Думаю, интересный сюжет. Главное, что нет удара, нету захвата никакого. Просто подтянул себе. Вон, видите, я вставил. Там подставка, пятка. И спокойненько себе его раздушил. У меня здесь был провал в этой части, вот по бамперу. Где-то сантиметр. Сейчас вот он становится. Видите? Прекрасно. Все прекрасненько становится. Естественно, что что-то уйдет, что-то останется. Вот еще надо будет поддушить. Так что где-то вот так вот. Вот видите, я вырезал наружную внутреннюю арку крыла. Вот видно. Вот она удалена. Видите, вот я ее вырезал. Для того, чтобы у меня появился доступ. Сейчас вы видите по крылу я могу спокойно, уже видно, вон поддушивал я местами. Ставил опять же раздвижные ножички. Вот видно. Был большой провал. Сейчас это все поддушивается. Вставляются ножички, вот они. Вот раздвижная такая гидравлика маленькая. Вот видите, и оно пошло себе раздушивать его. Приблизительно вот так вот. Вот видите, надувает. И сейчас я постараюсь хотя бы на какой-то уровень вывести вот эту плоскость всю. Хотя бы вот эту плоскость вывести. Буду спускаться ниже и пойду вот где-то ближе сюда к горловине бака. Я буду опускаться на заднюю часть до бампера. Постепенно, изначально придаю общую форму. Повторяюсь еще раз, общую форму. Сейчас, если вы видели, очень хорошо при поднятии вот этой части, вот неплохо поднялся проем. Вот он проем. Я его выровняла. Потому что он такой был, если вы помните, заломанный полностью по ходу автомобиля. То сейчас на какой-то момент оно, конечно, все поподымалось и по ребрам. Ребра не сломанные. Это как бы немножко даже радует.
Возможно, не надо будет разрезать, подгонять, подваривать. Вот, в общем, хоть как-то в этом сыграем. Хотя тут не исключено, что придется еще это все доводить вручную. Грубо говоря, доводить напильником. Смотрите, сейчас я придал форму полностью практически всему крылу. Еще только в задней части здесь провалы есть. Вот, но они играют там туда-сюда, сюда-туда. То есть вот в этой части еще есть провал. По ребру очень хорошо по арке. Вот здесь вот провал, поэтому нужно будет как-то поддушивать или может даже привариться, подтянуть. В этой части нужно будет немножко поднять провал. Вот. По крылу от лючка и до двери, в принципе, форма выведена, ну как она выбита. Вот, но она надута вся, растянута. Вот эти точки, вот они усаживаются. Вот это я усаживаю, сейчас нагреваю, усаживаю. Таким образом довожу уже как бы более-менее поверхность до какого-то, до каких-то своих форм, своих размеров, можно сказать так вот. Потому что это все выпуклость, все наружу. Особенно в этой зоне, вот в этой вот части, она вся была там. Вот он пролом, она его протянула. Так что вот так вот сейчас где-то это все дело делается. Сейчас хочу показать вам арочку, видите, арка, контур арки, в принципе в размере. Сейчас можно подниматься вверх. По вот этому ребру я немного поднял. Вот здесь вот я поднял, еще просится миллиметра полтора, миллиметра два где-то просится. Пока не получается, может при демонтаже. То есть вот эта часть у меня сейчас, вот она сейчас у меня в размере, приблизительно так бы процентов 80 точно. Как и верхняя, так и нижняя ребро арки. Сейчас я буду делать вот эту плоскость. Вот этот размер у меня тоже верхняя часть практически в размере. Сейчас я буду делать плоскость между вот этим ребром и аркой. Поднимаемся вот отсюда. Вот здесь вот есть маленький провал, если вы видите. Вот он, провальчик, провальчик, провальчик. То есть идет повышение именно вот этого ребра. Ребрышко должно быть выше, а плоскость должна быть ниже. Вот таким образом. И вот оно пропадает все. Оно выравнивается, 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 выравнивается. И вот уже пошел бугор, видите? Вон он, бугрыще. Арка уже вон она. Она вся торчит, она вся торчит. Арка провалена получается. И вот это все нужно садить по всей плоскости. Полностью. Вот она шара, видите? Это растяжка, 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 растяжка. Вот в этом месте вот нормально уже. А вот эту часть все нужно сантиметров 25 где-то. Вот нужно садить. По всей плоскости вот здесь нужно все усаживать металл. Протяжка была вот в этом месте, если помните, вы еще цвет остался желтенький, Богданчик наш. И вот это нужно все сковывать, греть, садить. Так что вот такие вот дела. Этим сейчас я буду заниматься. И вот видите законченное крыло. Вот наша арка. Что одна, что нижняя, что верхняя. Вот по бамперу видите, очень хорошо стоит. Нигде нету провала никакого. Вот. Задняя часть ровненькая. Вот уже готовая плоскость между аркой и верхним ребром. Вон видите, появляется провал, 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 провал. Не скажу, может, не говорю, что не маленький, может большой, но вместе с тем это не бугор. Все натянуто, все ровно по плоскости. Точно так, как и по верхнему ребру. Вот абсолютно ровненько. Очень хорошо получился проем. Я туда вообще не залез, благодаря тому, что поддушил. Нету никаких изъян больших. Вот видите. Вот эта плоскость ровная. Вот эти ребра ровные. Все ровно абсолютно. Получилось очень неплохо. Очень достойно. Получилось очень достойно. Мне нравится.
Разрыв у меня вот здесь, вот в этом месте, это при демонтаже бампера. Я его уже заварю. А так, в принципе, все. Арку я заварил. Внутри, не знаю, видите, нет? Вот, проложил по шву. Перед этим прогрунтовал шов. Вон видно белое такое, как бы серый. Вот и сейчас промазал. Просто-напросто герметиком кузовным. Вот, и буду кидать подкрылок. Зачищу торец. В принципе, буде все. Все отлично. Идем дальше. Дальше у нас переднее крыло. И, в принципе, машина будет закончена. Как вы поняли, в данной ситуации я нагревал металл для усадки. Тем самым просаживаю растяжку по всей плоскости практически, видите. То есть задняя часть и передняя часть вся полностью прогрета, абсолютно. Она как бы не хлюпотела, не играла, а просто было растянут. Просто был растянут металл. Вот и все. То сейчас как бы видите то, что видите. Вот он усаженный, я имею в виду. По жесткости абсолютно все хорошо. Маляр должен принять без вопросов. Прощаюсь, до новых встреч.